Часто вижу, как многие пользователи пишут: а зачем настраивать винду? Для чего вся эта оптимизация? Купил хороший ПК и не лезь. Ведь в огромной компании Microsoft не дурачки ведь сидят. Так ли это на самом деле? Частая причина многих жалоб пользователей – это медленный проводник. 3 месяца чинили проблему. А вот буквально на днях пошла информация по поводу BitLocker. Корпорация Microsoft сделала опцию шифрования BitLocker в Windows 11 24H2 Home, включенной по умолчанию, из-за чего по утверждениям пользователей замедлилась скорость SSD до 45%. И помимо всего прочего, начали пропадать данные. По желанию можно открыть KMD и ввести данную команду. И если шифрование BitLocker включено, отключаем уже с помощью этой команды. И еще куча различных проблем. 24H2 снижает производительность чипов Intel 12 поколения до 10%. Некоторые SSD-шки попросту перестают работать на данной версии. Иногда пропадает курсор и куча экранов смерти, в том числе проблемы с Easy античитом. Доходит до такого абсурда, что даже на 24H2 перестали запускаться многие игры, купленные за корсарские рубли. Но энтузиасты уже активно фиксят, как бы так сказать, нестабильности, баги, называйте как удобно. И это лишь малая часть многих проблем. Я рассказал это не для того, чтобы как-то унизить майков. Они и без меня отлично справляются. А для того, чтобы вы понимали, если компания успешная, богатая, лидер своей ниши, это не значит, что она беспроблемная. И это не значит, что проблемы будут решаться быстро. Из разряда, как мне в комментах писал человечек: ну, Nvidia ведь популярны, значит они быстрее выявят все косяки и решат их. Ну, как говорится, флаг вам в руки. И десятки различных проблем, связанных с драйвером Nvidia, особенно Nvidia App. Так зачем все-таки делать настройку и оптимизацию винды? Многие ошибочно думают из-за прошлых мифов, что оптимизация Windows это обязательно повышение FPS. В моем понимании это оптимизация процессов, ведь Windows все сделано таким образом, чтобы пользователь ожидал. Любое приложение, софт или функция открывается с задержкой. Как и простое контекстное меню. Нужно лезть в реестр, и это замедление не то что выключать, будет неудобно, а делать МС поменьше. Настроить автозапуск, чтобы при включении ПК не запускались программы, которые не так важны, сразу всем хороводом. Поочередно, с задержкой, и ПК будет после пробуждения казаться более шустрым. Простые телодвижения, но в долгосроке они решают. Поудалять кучу лишних приложений. Какие-то Яндексы устанавливаются из-за региона, центр отзывов, поддержки. Вы когда-либо пользовались всем этим? А допустим, календарь или часы в виде отдельного приложения. Зачем, если у вас все это указано справа снизу? Это все мелочи, я согласен, но эти мелочи могут работать в фоне, обновляться, запрашивать актуальную информацию о погоде. А с нынешней небагованной виндой, в кавычках, может произойти все что угодно. Обновился и тьфу на попей. Приложения тоже частенько конфликтуют, как допустим в последнее время Google Chrome с Nvidia. Да не у всех, но есть исключения, и я лично попал под эти исключения, как и подписчики, которые писали с похожей проблемой, но об этом в будущем ролике. Получается так, что неважно какая у тебя система, мощная или слабая, все и везде одинаково будет работать без настроек, или как мы привыкли называть, оптимизация. Поэтому в этом видео я покажу все настройки и все оптимизации, которые, на мое мнение, я считаю правильными и нужными, чтобы наши настройки не повлияли на внешний вид и самое главное, стабильность Windows. Если вы ожидали, что я буду выжимать каждый FPS и стремиться к минимальной задержке в ущерб внешнему виду, вы не по адресу. Мне нужны плавные анимации, визуал и оптимизация, но без фанатизма. И самое важное, включайте, ребятки, мозги. Поймите одну вещь, я не хочу, чтобы вы просто зашли, все скопировали, Ctrl-C, Ctrl-V и пошли дальше. Да, я согласен, это просто, но это не решение проблемы. Здесь нет понимания, здесь нет ничего, чему вы могли бы научиться. И я же хочу до вас донести, что в 2025 году так уже не работает. Нужно четко знать, почему вы это делаете, какую цель преследуете и чего ожидаете. Я привык лить в воду, ведь она полезная, но самое главное в меру, ведь вода это теория. Это мой тип контента, а Ctrl-C, Ctrl-V на ютубе хватает. Можете и дальше ждать видосы по каждому сезону в Fortnite с оптимизацией в надежде на то, что там появится что-то новое и вы повысите FPS. Я тоже могу ошибаться и делаю это часто. Сегодня одно, завтра другое. Так и работают тесты. Вот поэтому мы с ребятами у меня в телеграм-канале обсуждаем что-то новое, тестируем, делимся опытом, проверяем и так далее. Можете подключаться, я буду только за.
Возвращаясь к теме ролика, что делать после установки Windows. Самое главное, ни в коем случае не обновляйте с версии 23H2 на 24H2 с помощью встроенного центра обновлений. Помимо всех перечисленных багов, вы словите еще и новые, допустим, рандомные пропадания звука. Помешали посмотреть Мармока. Или вот еще, закрывается вкладка с настройкой. Но справедливости ради, где-то через 3 месяца после какого-то обновления проблема наконец-то решилась. Тем не менее, в 99% всех случаев делаем установку Windows только через BIOS с полным форматированием диска C, чтобы полностью очистить систему от остатков прошлой версии. Это касается реестра, ошибок путей, драйвера и так далее. Кстати, такой вот правильный способ установки винды фиксит проблему, связанную с обновлением чипсета материнской платы. Одним словом, куча плюсов. И серьезно, вы сэкономите не только время в долгосроке, но и свои нервы. Поэтому делайте бэкапчики важных файлов и форматируйте диск C. Кстати, быстрый гайд по установке Windows. Качаем официальную версию винды. Далее с помощью Rufus создаем образ для ее установки. Я тут в принципе оставляю почти все по дефолту. Флешку вставляем зад материнки, прогружаемся к BIOS. Если не знаете, как в него войти, закрывайте ролик как можно скорее. Ищите приоритет загрузки. В Easy Mode это проще простого. В остальном он обычно хранится в Advanced, там где boot. Можем просто нажать на нашу флешку и запустится установка винды. Либо переместить флешку по приоритету в самый верх. Нажать F10 и при включении ПК запустится установка. Нажимаем далее, ставим галочку и снова далее. У меня нет ключа продукта. Выбираем Pro версию или домашнюю. Полностью читаем лицензионное соглашение и принимаем условия. После обнаружения наших дисков, если у вас чистый SSD, M2 или HDD, выбирайте тот диск, на который будет ставиться наша винда. Если вы делаете переустановку с прошлой версии на новую, ищите диск C, там где стояла наша винда. Легче всего это сделать, запомнить, сколько свободного места на диске C. А если забыли, ничего страшного. Выключайте ПК, вынимайте флешку, загружайтесь в винду и запоминайте объем. После этого проделывайте все те же манипуляции. Как нашли правильный диск, мы его удаляем, далее создаем и форматируем. Нажимаем четко на диск, жмем далее и установить. После установки наша система перезагрузится и через время появится вот такое меню. Если вы задавали приоритет в BIOS для флешки, а не просто клацнули на нее, тогда рекомендую, как ПК уйдет в перезагрузку, вытащить флешку, чтобы повторно не запустилось меню с установкой винды. Здесь выбираем наш регион, основную раскладку, дополнительную пропускаем, потому что английская все равно встанет по умолчанию. Если вам не нужен какой-то третий вид раскладки, выбираем «У меня нет интернета», пишем наше имя, обязательно на английском языке, чтобы в будущем не было каких-то проблем. Пароль пропускаем и все галочки я обычно снимаю. Нажимаем «Принять» и ждем настройку нашей винды. Вуаля, и мы оказались на рабочем столе. Но перед тем, как перейдем к самому вкусному, ребятки, я не стал в данное видео вкидывать никакую интеграцию, посчитал это лишним. Поэтому, с вашего позволения, самореклама своего Boosty. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. А вот теперь наконец-то мы перейдем с вами к настройке нашей винды. Что же делать после того, как мы с вами поставили новый процессор, либо просто сделали переустановку нашей винды? Наша система запустилась, и чаще всего, если у вас есть подключение к интернету, базовые драйвера поставятся автоматически. Самое важное, это конечно же на нашу видеокарту. Не последняя версия драйвера, это самая базовая для того, чтобы у вас иконки были под разрешение вашего экрана, ну и все остальное. Но, как вы могли обратить уже внимание, и даже я обратил внимание, что на последних версиях винды у нас уже сразу стоит наше разрешение. Кто помнит, я думаю многие из вас помнят, у нас обычно было разрешение, по-моему, 720p, если не ошибаюсь. Поэтому пока оставляем на пару минут, ставится у нас автоматически наше разрешение, и после этого открываем браузер. Для начала обычный Microsoft Edge. И переходим, если у вас видеокарта от Nvidia, nvidia.ru, если видеокарта от AMD, amd.com.
.com. Принимаем все это. Далее нажимаем Drivers, можете загрузить экзешник, который самостоятельно обнаружит, какая у вас система, какая видеокарта и так далее. В принципе удобно, но бывают исключения, когда данный экзешник вылетает с ошибкой. Ну и в общем я рекомендую все-таки делать все это вручную. Узнать модель вашей видеокарты проще простого, нажимаем PKM на пуск и диспетчер устройств. Переходим на видеоадаптеры и здесь будет указана наша видеокарта. И еще как вариант можно использовать данную команду. Выбираем нашу видеокарту, допустим, 5000 серия, 5070 Ti. Нашу систему, в данном случае Windows 11. И здесь, где язык, русский. Далее Find. Чаще всего ставим Game Ready. Нажимаем на View и Download. Загружаем и делаем самую базовую простую установку. То есть хотел сказать с GeForce Experience, но нет, он уже недоступен, с NVIDIA App. И бонусный вариант, самый простой, 100% проверенный, обычно все работает отлично. Нажимаем на продукт, далее Gaming and Creation и находим здесь NVIDIA App. Нажимаем, делаем загрузку, всю эту установочку и NVIDIA App обнаружит вашу систему, вашу видеокарту и предложит последнюю версию видеодрайвера. А если у нас видеокарта от AMD, нажимаем на ресурсы Support, Downloads, находим Radeon Graphics и AMD Chipset Drivers. Здесь выбираем Graphics, нашу видеокарту, в моем случае RX, допустим 9000 серия и 9070 XT, Submit, Windows 11 и загружаем последнюю опциональную версию видеодрайвера. Делаем обязательно дефолтную установку, я вам показывал ранее, как это делается, и там же можем установить чипсет. Окей, драйвера мы поставили, с этим разобрались. Как настроить панель управления NVIDIA либо AMD Software, ролики у меня есть на канале, все ссылочки будут в описании, можете посмотреть. Там же я оставлю ссылочки и на Undervolting. Кто не в курсе, посмотрите, узнайте, что это такое, но я рекомендую всем делать Undervolting. Следующее, что нам нужно будет сделать, это скачать чипсет для нашей материнской платы. Можем найти на сайте AMD либо Intel, но проще всего это сделать, написать модель вашей материнской платы. Если вы не знаете модель вашей материнской платы, нажимаем поиск и пишем сведения о системе. Здесь будет указан наш процессор, наша материнская плата и объем ОЗУ. У меня это ROG Strix, поэтому пишем Asus B650A Gaming Wi-Fi. И у нас сразу будет, скорее всего, третья ссылочка, это amd.com, обязательно, чипсетом B65. Выбираем нашу винду, последнюю версию, Download. И делаем установку. Я оставляю все галочки и нажимаем установить. На Intel все плюс-минус так же само. Пишем модель нашей материнской платы, чипсет, download, загружаем и делаем установочку. Нам предложат перезагрузить нашу систему, но пока это пропускаем. А вот теперь после всей этой духоты начинается самое интересное. Что делаю следующее? Ну, во-первых, открепляю все эти ненужные ярлычки. Нажимаем пуск и начинаем очистку всего этого мусора. Я обычно удаляю много чего, потому что мне это не нужно. Различные игры, ножницы, что еще, это пока оставим. И перейдем, наверное, в параметры. Нажимаем PKM на пуск. Далее параметры. Начнем по порядку. Переходим на система, дисплей, ночной свет. Я обычно включаю и ставлю планирование где-то на 23:00. Даже можно 22:00. Ну и пусть до 8 часов. Применяем. Разрешение. Если по какой-то причине у вас стоит не ваше разрешение, ставьте ваше. Масштаб 100%. А расширенные настройки дисплея. Очень важная настроечка. После того, как мы поставим драйвера нашей видеокарты, можем выбрать нашу герцовку монитора. Ставим максимальное значение. Если вы еще драйвер не поставили, тогда частоту вы не сможете выбрать. Далее графика, оптимизация для игр в оконном режиме. Я обычно оставляю включенными. Нажимаем на доп. Графические параметры. Высокопроизводительный графический процессор по умолчанию. Стоит наша видеокарта обязательно, если у нас 2 видеокарты. Но в будущем я рекомендую отключить встройку. Если у вас хорошая видеокарта, у вас ПК, отключайте встроенное графическое ядро. Планирование GPU с аппаратным ускорением. В каждом видео я рассказываю об этой функции, но если вы новичок данного канала, скажу кратко. Тут все индивидуально. Иногда повышается производительность, иногда ничего не происходит, а иногда может даже ухудшиться. Проверяйте конкретно на вашей системе. Переменная частота обновления. Я оставляю включенной. Возвращаемся на систему и переходим на звук.
Здесь у нас настройки опциональные, но что делаю я? На наушниках перехожу на дополнительно, ставлю максимальное качество, герцовка 48 тысяч герц, монопольный режим отключаю. И если у вас есть различные обработки, там басы мощные, еще что-то, тоже лучше всего выключайте. Но если вам это не нужно, конечно же, если нравится, то оставляйте включенным. Окей, далее запись, наш микрофон. По сути то же самое. Отключаем монопольный режим и ставим там 1 или 2 канала. Окей. Связь. Действия не требуется. Применяем. Уведомления. Очень не люблю все эти уведомления, поэтому отключаю. Вы же можете задать опционально, допустим, если вам не нужен там Armoury Crate, либо еще что-то, можете отключить их вручную. А режим питания. Если говорить как и что лучше, тесты в ютубе различные. Кто-то говорит нет смысла, кто-то говорит есть смысл. Из всего, что я прочитал, посмотрел, всегда в топе держится это сбалансированный. То есть винда нас не обманывает. Баланс — это действительно баланс. Поэтому я так и оставляю. Единственное, что переходим в панель управления. Здесь оставлю мелкие значки, электропитание, настройка электропитания. И я никогда не отключаю дисплей. Как и спящий режим, тоже никогда. Сохраняем. Для разработчиков. Здесь в принципе ничего не трогаем. Единственное, что можем подрубить PowerShell. Мне он больше нравится, чем этот терминал. Терминал пока оставляем, но я лично чуть позже удалю. Переходим на доп. Компоненты. Здесь я обычно удаляю следующее. Режим Internet Explorer. Удалить. Блокнот. Оставляем. Windows PowerShell. Если он вам не нужен, удаляйте. Клиент OpenSSH. Удаляем. Далее, проигрыватель. Меня он не интересует, удаляем. Распознавание лиц. Удаляем. Распознаватель математических знаков. Удаляем. Содержимое расширенной темы. Я лично удаляю. Средства записи действий. Фишка хорошая. Не, это не то. Запись шаговых действий с снимком экрана для сохранения или отправки другим пользователям. Удаляем. Управление печатью. Удаляем. И язык сценариев я лично удаляю. По итогу у нас остается малое количество компонентов. Но ничего страшного. Вдруг вам нужно будет что-то это вернуть. Нажимаем на просмотреть компоненты. И здесь просто ставим галочку и делаем установку. Хранилищами, еще чем-то нет. Да, по факту здесь ничего такого важного для меня лично нет. С системой мы с вами закончили. Переходим на Bluetooth и устройство. Я Bluetooth пользуюсь, подключается геймпад, нажимаем добавить устройство. Далее выбираем, допустим, Bluetooth, включаем наш геймпад и у нас отобразится BEMS. Подключаемся и у нас геймпад теперь работает. Отлично. Мышь. Повышение точности указателя. Обязательно отключаем. Возможно, поначалу вам будет казаться все это непривычно, неудобно, но как только вы привыкнете, поймете, что это имба. Особенно если вы играете в различные соревновательные шутеры. Далее переходим на сеть и интернет. Тут по факту самое важное, чтобы на будущее знали, есть доп. Сетевые параметры. Если вдруг у вас что-то случилось с интернетом, допустим, сделали какие-то различные настройки для вашего адаптера, у нас есть сброс сети. Нажимаем сброс сети, нажимаем да, все это подтверждаем. Делаем перезагрузку нашей системы, и у нас возвращается все на исходное состояние. Персонализация. Здесь я рекомендую вам поковыряться самим, посмотреть, что вам больше нравится. Я, допустим, поставлю голубой цвет, мне он очень нравится. Точнее, даже не голубой, но пусть будет голубой. Кстати, какая картиночка красивая. Динамическое освещение. Вообще, я рекомендую эту штучку отключить. Пуск. Здесь я оставляю по умолчанию. Показывать недавно добавленные. По желанию. Наиболее часто используемые. То же самое по желанию, но я лично и то отключаю. Здесь я тоже отключаю. Рекомендации отключаю. И уведомления тоже отключаю. И еще не менее важно, это выключить в поиске запросы из интернета, чтобы искалась конкретная информация с компьютера. Все, что нам нужно сделать, это создать Word и выставить значение 1. Если что, все пути и значения из данного видео будут в описании. Папки. Настройки. Добавляю. Проводник, на всякий случай. Можно еще добавить даже загрузки. И у нас вот здесь вот все это появится. Панель задач. Поиск. Я обычно ставлю только значок. Представление задач. Убираю. Мини-приложение. Тут по желанию. Переходим на одну из самых интересных вкладочек. Это приложения. Установленные приложения. Здесь мы делаем следующее. Удаляем все то, что нам не нужно. Я обычно начинаю с самого низу и поднимаюсь вверх. Яндекс.Музыка. По желанию, но я лично удаляю. Центр отзывов. Удаляем. Часы Windows. Удаляем. Не переживайте, часы не удалятся, которые здесь справа снизу. Это часы, которые были у вас здесь, когда вы писали часы. Типа их здесь не будет. Ну, типа смысл от них я хз. Фотографии я лично оставляю. Терминал. Мне он не нравится, неудобный. Удаляю. Расширение для мультимедиа. По желанию я удаляю. Поиск.
Bing удаляю. Подключение к удаленному рабочему столу удаляем. Да. Не перезагружаем. Оставим перезагрузочку на самое вкусное и последнее. Погода. То же самое. В поиске пишем погода. Вот у нас она показывается. Мне она не нужна. Удаляем. Медиаплеер. Я обычно оставляю на всякий случай. Хотя он по факту не нужен. Камера. Не нужна. Снова же вебка у вас будет работать. Сейчас бац, и вебка отключается. Калькулятор. Ну, эта фишка полезная, пусть будет. Звукозапись. Удаляем. Записки. Удаляем. Быстрая поддержка. Удаляем. Блокнот. Оставляем. Xbox Live. Я лично удаляю. Сам Xbox тоже удаляю, но если вы пользуетесь геймпассом, оставляйте. Windows Package Manage Source. Winget. Как оказалось, он не очень полезный. Не все работает. Поэтому удаляю. Power Automate. Удаляем. Microsoft Новости. Конечно же удаляем. Microsoft To Do. Удаляем. OneDrive. Мне не нужен. Teams тоже не нужен. В принципе, мы всю гадость снесли. Приложение по умолчанию. Можем задать сразу, если вы используете Chrome, на основные, либо даже не очень основные файлики. Геймбар у нас остался, где-то прячется. Негодник такой. Серьезно, геймбар остался? Да, геймбар есть. Но я его обычно сношу с помощью файла реестра. Кстати, ребятки, если после удаления геймбара у вас вылетает похожая ошибка, значит мы не до конца его удалили. Переходим по данному пути, и если у вас есть App Capture Enable, ставьте значение на 0. У меня его нет, я пропускаю. Еще один путь, и здесь уже GameDVR Enable. Ставим значение на 0. А уже после всего этого в PowerShell вводим данную команду и нафиг сносим DVR. И на автозагрузке отключаем Microsoft Edge. И по идее можно даже AMD Noise Suppression. По автозагрузке у меня все выглядит следующим образом. Я в принципе все это делаю через диспетчер задач и много чего выключаю. Плюс вы можете задать запуск многих программ с задержкой. Это полезно, особенно если у вас система на HDD. Да и вообще это все-таки оптимизация процессов. Типа зачем на запуске Adobe? Возможно Discord. В самом начале, пока система прогружается. Пусть запускается самое важное. По типу Steam, браузера, может телеги и так далее. Если у вас есть Rack Organizer, в нем буквально в пару кликов можно задать задержку. Либо ручками с помощью планировщика заданий. Все очень просто. Нажимаем Win плюс R и вводим данную команду. В меню справа создаем задачу. На вкладке «Общую» даем имя. К примеру, запуск Steam с задержкой. В триггерах клацаем на «Создать». Там, где написано «Начать задачу», выбираем «При запуске». Ставим галочку на «Отложить задачу на» и выбираем необходимое время. Возможно, это покажется долгим, но лично у меня не так много приложений, которым необходим автозапуск с задержкой. Спецвозможности. Размер текста. Не трогаем визуальные эффекты. Для слабых систем я обычно рекомендую отключить эффекты прозрачности и эффекты анимации. Указатели мыши. Давайте сразу поставим. Называется OS X El Capitan. Мой самый любимый курсорчик. Скачать с сервера. Нет. Ни в коем случае так не делайте. Вот этот сайтецкий, походу, ему габелла. Я раньше здесь скачал. Что за идиотизм? Вот так вот никогда не нажимайте. Возможно скачается, но что-то JavaScript откроется. Да, не делайте. У меня есть курсорчик в Байкаск. Далее у нас здесь будет install и установить. Да. Выбираем схему El Capitan, применить и да, окей. И вот наш красивый курсорчик. Разрешение приложений. А вот здесь мы можем подключать то, что нам не нужно. Допустим, расположение, камера, микрофон оставляем, голосовые активации, уведомления, сведения учетной записи, календарь по желанию, телефонные звонки отключаем, журнал вызовов тоже отключаем. Электронная почта, я ей не пользуюсь. Конкретно той, которая находится у нас в винде. Задач можно отключить. Обмен сообщениями отключаем. Радио тоже отключаем. Диагностика приложений. Вообще рекомендую выключить. Я тоже это сделаю. Видео, изображение, файловая система. А что у нас на видео? Доступ к библиотеке видео. Пусть будет, ладно. И, наконец, центр обновления Windows. Нажимаем проверить наличие обновлений. Самое важное. Это очень важно. Если у вас будут, а скорее всего будут, различные обновления, обязательно делаем их установку. После всех настроек перезагружаем нашу систему и можем зайти снова же в центр обновления Windows и приостановить обновление, допустим, на целый месяц, чтобы где-то фоном, пока вы играете, наша система не пыталась найти какие-то доступные новые обновления. После этого мы это убираем, конечно же. В этом компьютере, я обычно переношу на рабочий стол, можно это сделать по-другому. Переходим в персонализации, темы, и здесь клацаем на параметры значков рабочего стола и ставим галочку на компьютер.
Нажимаем ПКМ на этот компьютер, свойства, доп. Параметры системы. О, наконец-то проснулась SteelSeries. Nice. Здесь у нас есть быстродействие. И по желанию можете поставить галочку на «Обеспечить на лучшее быстродействие». Но самое главное, поставьте галочку на «Сглаживание неровностей экранных шрифтов», для того, чтобы шрифты не были пиксельными. И, конечно же, устанавливаем софт для нашей мышки. Но самое важное, переходим на «Дополнительно», «Виртуальная память», «Изменить». Убираем галочку с «Автоматически выбирать объем файла подкачки», выбираем диск C и ставим галочку на «Размер по выбору системы». Задаем, нажимаем «Ок» и «Ок». Нам предложат перезагрузить нашу систему, но перезагружаем позже. А я это делаю постоянно и в принципе все работает исправно. Зачем это делаем? Потому что многие приложения, почти все, требуют обязательное включение файла подкачки. Неважно, 32 ГБ у вас, 64, 128 и так далее. Вот вам как пример. Premiere Pro у меня без файла подкачки, когда я его выключал, просто вылетает. Минут 15-20 работаю, вылет. Поэтому я еще давно решил для себя постоянно включать файл подкачки. Потому что даже многие игры будут вылетать. И если у вас вылеты без ошибок, это всему виной файл подкачки. Точнее его отсутствие. Тут я обычно тоже все отключаю. Если у вас какой-то софт, там SteelSeries, либо Logitech, обычно рекомендую все поотключать лишнее. Потому что, допустим, SteelSeries, там какие-то есть запись моментов. Зачем мне он надо, не знаю. Все это обычно я выключаю. Автоматические обнаружения, автоклипы. Здесь ставим тоже минимальное значение. Нам все это не нужно. Все, что мне нужно от SteelSeries, это engine, прошивка и регулировка нашей SNC. Если у вас современная материнская плата, то у вас по-любому есть софт к вашей материнской плате. И есть и полезные функции. Это обновление чипсетов, каких-то драйверов, SDK-шек и так далее. Здесь же я делаю настройку кулеров. Но тут все индивидуально, поэтому показывать по сути нет смысла. И еще, конечно же, регулировка подсветки. Раньше еще можно было настроить, не знаю, куда это все пропало. Точнее, не настроить, а скачать тот же самый WinRAR и чипсет. Как я узнал после страницы инструменты, где мы могли обновить драйвера на звуковую карту, интернет и даже сам чипсет, скоро пропадет. Пока не пропало, нам нужно перейти по ссылке и загрузить Asus Driver Hub. И уже внутри программы можем обновить все, что нам необходимо. Таким образом, можете пропустить следующую часть с обновлением сетевого адаптера. Кстати, по поводу сетевого адаптера. Открываем наш браузер. Как узнать, что у вас? Нажимаем ПКМ на пуск. Диспетчер устройств, сетевые адаптеры, и здесь у вас будет указан ваш сетевой адаптер. Если у вас сетевой адаптер от Realtek, пишем Realtek Ethernet Driver и переходим на официальный сайт. Находим Windows и Auto Installation Program. Not Support Power Saving – это значит, что контроллер всегда будет работать на полной мощности, не переходя в энергосберегающие режимы. А обычная версия, очевидно, может переходить в спящий режим или снижать активность. А у меня сетевой адаптер от Intel. Я просто загрузил драйвер и указал в диспетчере задач путь к новому драйверу. Это можно сделать еще проще, допустим, если вы переживаете, либо не знаете. Снова же, возвращаясь к нашей материнской плате, Asus, переходим на официальный сайт. И здесь у нас есть Support. Чуть-чуть отличается, но сама суть одна и та же. Это будет называться Support. Далее, драйвер и Tools. Выбираем OS и можем загружать LAN, Wireless, чипсет, аудио, VGA драйвер, Bluetooth и так далее и все подобное. Наши обновления уже загрузились, наверное, да? Да, все уже загрузилось, ожидает перезагрузки. Нам нужно открыть еще Microsoft Store обязательно. Переходим на скачивание и проверяем наличие обновлений. Очень много различных обновлений. Еще немаловажная часть — это Media Player Classic. Я обычно пользуюсь им, потому что имба. Только нас интересует сайт SourceForge. Download — это официальный сайт, очень древний, который предоставляет бесплатные программки. Ну, то есть, если они бесплатные, как с открытым кодом. После этого я обычно ставлю WinRAR, Internet Download Manager, QBitTorrent обязательно. Переходим на официальный сайт, Download QBitTorrent, Windows и ждем некоторое время. Далее, ставим галочку, далее. Создаем впуск, пусть будет, запускать на рабочем столе. Рабочий стол я обычно не ставлю. Далее, установить. Еще, кстати, самое важное — это Steam. Далее, выбираем нашу папочку. Games, Steam, ОК. Убираем слэш и установить. Запускаем. Сам Chrome, PKM и закрепляем. Немаловажная программка — это MSI Afterburner, плюс Discord, если вы им пользуетесь. Последнюю версию бетку качаем. Отвечаем на звоночек. Дал. Короче, вы ко мне пришли и не с пустыми руками. Ставим бету.
Загружаем. Делаем установочку MSI, установить. Плюс я еще пользуюсь. Это не рекламка. Кто подписчик моего канала уже давно, вы прекрасно знаете, что я обычно обязательно ставлю Rec Organizer. С настройкой MSI, я думаю, вы сами разберетесь. Плюс я, кстати, убираю галочку с Google Chrome на разрешить работу в фоновом режиме. Я обычно выключаю. По факту все базовые вещи мы с вами сделали. После этого все, что мы можем сделать, это обновить сетевой адаптер, наш звук Realtek, периодически обновлять чипсет нашей материнской платы и на постоянной основе драйвера видеокарты. Можете еще периодически, где-то раз в 2 недельки, нажимаем на любой из дисков свойства, сервис. Здесь у нас есть оптимизация и дефрагментация диска. Нажимаем оптимизировать, отключаем автоматическое расписание, окей. И где-то раз в месяц делаем оптимизацию, если это касается SSD и M2, если HDD, фрагментацию. То есть анализировать все и оптимизировать. SSD M2 это проходит быстро, с HDD есть небольшая проблемка. И еще, кстати, обязательно я выключаю сбоку здесь видео, точнее открепляю все это. Изображение. Документы можно оставить, но я тоже открепляю. Загрузка и рабочий стол оставляю. И самое главное, я лично отключаю сеть, мне она мешает, и главную с галереей. Обычно это делается через файл реестра. Как-то так, ребятки. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.